Холла, тропиканцы! На связи Эль-Адмен. Сегодня мы с вами рассмотрим один из важных аспектов игры – безопасность. Какие существуют способы ее поддержания на высоком уровне и каким образом ее можно понизить до нуля? Насколько это вообще проработанная механика? Ответы на эти и похожие вопросы вы найдете в сегодняшнем видео. Вчера меня ограбили средь бела дня, притом дважды. Во второй раз тот парень не поверил, что у меня уже отобрали деньги, и просто побил меня. Я знаю, что в любом обществе бывают преступления, но в нашем их становится уж слишком много. Безопасность в Тропико, ее поддержание на высоком уровне – вещь довольно любопытная. Она вроде как и существует, а вроде как и нет. Все дело в слабой проработке ее механики. Допустим, вы запустите какой-нибудь промышленный район, превратите его в рассадник преступности, то кроме эффекта разбитого стекла на зданиях ничего толком не появится. Преступники в Тропико 6 могут лишь временами нападать на обычных граждан, припугивать холодным оружием, снижая тем самым уровень довольства безопасностью, а затем отправляться замаливать грехи в кафедральный собор. В связи с этим такие интересные фишки, как грабеж складов на производствах, который приводил бы к потере части продукции, взлом квартир и похищение имущества, которое понижало бы достаток семьи, и банальное ограбление в темной подворотне с некоторой вероятностью убийства, что вызвало бы серьезные общественные волнения, в игре попросту отсутствует. При всем при этом, если мы заглянем в альманах и нажмем на показатели криминальной безопасности, то увидим несколько примечательную статистику. Помимо списка местных преступников, излучателей и модификаторов безопасности, речь о которых мы затронем подробнее чуть позже, мы увидим с вами так называемые потери от воров, а рядом показатель нанесенного государству ущерба в долларах за последние 12 месяцев. Каким именно образом работает данная механика, лично мне непонятно. То есть деньги из казны пропадают, причем немалые, а обнаружить пропажу можно только посредством проверки альманаха в не самой приметной графе расходов. Игра никак не объясняет воровство финансов, и складывается ощущение, будто Пенультима просто открыл ворота казначейства, зазывая внутрь всех желающих. На мой взгляд, разумнее было бы осуществить пропажу продукции со складов в слабо защищенных районах. Таким образом, не только остро встала бы необходимость в наведении порядка на улицах, игра буквально говорит о том, что если мы не начнем предпринимать никаких шагов, то недосдачи товаров станут ощутимее, а казна еще меньше. Достаточно создать простенький скрипт, где процент украденной продукции зависит от уровня криминала в районе дислокации, ну и для пущего эффекта и осведомленности записать пару-тройку сообщений для радио, в которых диктор рассказывает что-то вроде о нашумевшем угоне грузовика с ромом. В нашем же случае итог таков, что просто потому, что на острове уже есть преступники, казна Тропико будет не добирать дохода. А вот что именно вытворяют эти джентльмены удачи для воровства суммы стоимости нескольких ресторанов, без понятия. Уверен, большинство игроков Тропико придерживаются линии реализма, а потому в нашем с вами геймплее не обойтись без средств, которые будут обеспечивать тропиканцам спокойный сон и неторопливые прогулки под пальмами. Но прежде взглянем на основные источники проблем с безопасностью. Лицо вселенной Тропико, лачуги, в шестой части являются самым распространенным очагом преступности. Они сопровождают нас на протяжении всего срока правления, начиная аж с колониальной эпохи. Морской порт, имеющийся у нас с самого начала, также со временем распространяет вокруг себя криминальную зону. Таверна является самым доступным местом досуга для тропиканцев, но вместе с этим бесконечные попойки становятся рассадником пьяных бунтарей и хулиганов. Здания парковки и метро, безобидные на вид, тоже представляют собой зону пониженной безопасности. И, наконец, ночной клуб. Логово, чрево беспредела и рэкета, которое все равно пользуется большим интересом у тропиканцев. Вместе с этим в игре существуют эдикты, которые в той или иной степени снижают общий уровень безопасности на острове, ну или на архипелаге. Небезызвестный сухой закон, разрешение на оружие и день Тропико – все они бафуют процветание криминала в обмен на рост производительности или повышение уровня свободы. И как же быть тем, кто не хочет прогинаться под местных мафиози и крестных отцов? Что ж, игра предусмотрела это, а потому в нашем арсенале имеется несколько, в том числе сомнительных, способов противостоять преступности.
Самое банальное и логичное, что первым приходит на ум, это полицейский участок. Здание становится доступно для постройки лишь с эры мировых войн. И это довольно странно, что для колониальной эпохи не ввели хотя бы участок шерифа, то есть противостоять преступности до объявления независимости можно только посредством ручного сноса хибар и в виде режима работы для порта под названием собаки-ищейки. Полицейский участок имеет 3 режима работы, 2 из которых необходимо исследовать за очки знаний. Режим «Живи и дай жить другим» пополняет наш швейцарский счет на $50 за каждого пойманного преступника, но помимо этого зона безопасности вокруг участка будет снижена на 20 пунктов. При активации режима «Всегда на посту» дома сотрудников начнут в некоторой степени распространять безопасную зону, но качество работы полицейских упадет на 10 пунктов. Любопытно то, что в одном полицейском участке могут служить до 8 блюстителей закона. Это если активировать улучшение вечерняя смена. Но по факту для обеспечения максимальной эффективности здания достаточно лишь одного человека. Непонятно почему, но производительность здания, которая отвечает за рост безопасности в округе, при максимальном бюджете одинакова как для 8 сотрудников, так и для одного. Единственная существенная польза от полного штата – это предоставление отряда пехоты в случае вооруженных конфликтов, если в здании министерства выбрать на пост министра обороны представителя фракции милитаристов. И все же полицейский участок – необходимое здание в борьбе с преступностью. Нанимая лишь одного полицейского, мы не только защитим район от бандитов, но и существенно сэкономим на зарплате. Однако имейте в виду, что для оперативной поимки преступников и сопровождения их в места не столь отдаленные потребуется гораздо больше представителей закона на улицах Тропико. Альтернативой этому может стать указ военной полиции, при активации которого солдаты начнут выполнять функции полицейских, а военные постройки слегка увеличивать безопасность в округе в существенный ущерб свободе. Учтите, что базовая стоимость указа равна $500 в месяц, но при апгрейде до 2 звезд плата снижается до $300 в месяц. Тропиканские заключенные снова подали жалобу на пищу. Наш великодушный Эль-Президенте незамедлительно решил эту проблему, отправив их во Флориду на маленьком ржавом суденышке. Тюрьма, как и темница, место, куда приводят нарушителей гражданского порядка для отбытия срока заключения. Она не распространяет зону безопасности, но позволяет получать скромную сумму денег за каждого заключенного в месяц, а также с вероятностью 50% обучить необразованного зэка до уровня старшей школы. Сотрудники тюрьмы технически те же самые полицейские, потому как они тоже могут бродить по городу в поисках преступников. Вот только затраты на содержание тюрьмы по сравнению с полицейским участком несоизмеримо выше. И как ни странно, но для успешного функционирования и надзора за заключенными требуется всего лишь 1 сотрудник. Производительность от численности штата не зависит. При этом оставлять тюрьму вовсе без работников нельзя. Заключенные сбегут практически сразу после того, как их приведут сюда обычные полицейские или военная полиция. Полный штат тюрьмы набирается из 6 сотрудников, но 5 из них совершенно нерентабельно содержать, ведь выгоднее иметь один полностью укомплектованный полицейский участок за $99 в месяц, в то время как содержание тюрьмы с одним надзирателем уже обходится в 90. К слову, все расходы указаны при максимальном бюджете. Тюремщики не имеют никаких уникальных механик, они идентичны обычным полицейским и за ту же самую работу, то есть поимку и конвой преступников, требуют больших расходов. Вкупе с этим разумнее всего использовать режим труд заключенных, чтобы теоретически тюрьма даже начала приносить доход. Конечно же, если в ней содержится достаточное количество людей. При составлении Конституции в разделе «Религия и государство» Эль-Президенте может выбрать теократию. Она представляет собой форму правления, при которой власть в государстве находится в руках религиозного института и духовенства. В игровых реалиях все сводится к тому, что религиозные постройки, то есть католическая мессия, церковь и кафедральный собор, начинают распространять зону безопасности вокруг себя, а представители духовенства начинают сажать безбожников в сырые темницы, то есть буквально выполнять функции полиции. Все 3 заведения дают прибавку к безопасности на 20 пунктов. При этом для собора существует улучшение «Надоевшая исповедь», которое дополнительно дает еще 15 пунктов. В сумме уже 35.
Примечательно, что данный апгрейд можно активировать даже без выбора теократии в качестве пункта Конституции. Возвращаясь к вышеупомянутому указу о военной полиции, следует обратить внимание на то, что его описание тоже упоминает работу армейских учреждений, подобно полицейским участкам. Вне зависимости от типа, будь то колониальный форт или авианосец, каждая постройка будет давать прибавку к безопасности всего в плюс 5 пунктов. Вернемся на мгновение к альманаху, как я и обещал. Пункт излучателя безопасности содержит в себе список всех построек, которые в той или иной мере влияют на уровень криминала в округе, и в худшую, и в лучшую сторону. Как вы можете наблюдать, список начинается от ночного клуба, постепенно переходя из отрицательной области в положительную. Удручает тот факт, что список можно крутить до бесконечности, если на острове сотни лачуг, ведь разработчики не постарались привязать к наименованию постройки счетчик их количества в игре. Но в любом случае здесь вы можете наблюдать, что и в какой степени влияет на распространение преступности в тропику. Пункт модификатора безопасности включает в себя влияние принятых эдиктов, так или иначе связанных с криминалом. Помимо этого сюда вносятся показатели коррупции. Наплевательское отношение к денежному обороту в стране может привести к резкому всплеску преступности среди безработного населения. Мы рассмотрели с вами основные виды так называемых излучателей безопасности. Безусловно, у тех же самых зданий парковок есть улучшение в виде камер видеонаблюдения для легкого повышения уровня безопасности, но подобными способами добиться желаемого результата будет сложно, потому для обзора я включил наиболее целесообразные приемы. Как видите, мир Тропика 6 не богат на разнообразные постройки, указы и события в игре, которые бы создавали интерес и необходимость в поддержании мира и порядка на улицах. В колониальной эре мы связаны по рукам, а после объявления независимости вынуждены судорожно повсеместно тыкать полицейские участки, чтобы скорее снизить накопившийся преступный мусор. Доберитесь до холодной войны, украдите Колизей и навсегда забудьте про удовлетворенность криминальной безопасностью. Ведь теперь на общий уровень удовлетворенности влияет только довольство пищей и развлечениями. И такой подарок судьбы еще можно было принять, если бы воры продолжали обчищать склады, устраивать бандитские стычки и просто в страхе держать народ, который сидел бы по домам гораздо дольше, чем при высоком уровне безопасности. А чем дольше народ сидит дома, тем ниже производительность нашей экономики. Но ведь никто же не хочет быть ограбленным возле собственного подъезда, правда? В действительности мы имеем гораздо большее количество построек и указов, снижающих зону безопасности. Очевидно, что вообще сама механика безопасности в Тропика 6 создавалась по большей части для галочки. Она существует, она функционирует, но она ничем не привлекательна и не призывает игрока к активным действиям. Ну пропадет у меня из казны $5000, зато золотые прииски в 3-кратном размере покроют эти расходы, ведь слитки никто воровать-то не станет, а шахтеры будут вовремя приезжать на смену, даже если их по пути ограбит вор. У них упадет довольство безопасностью, да и пенультима с ней, ведь я украл Колизей, построил множество развлечений и произвожу ГМО-продукцию, какое мне дело? И все же я, как разумный правитель Банановой Республики, советую каждому здравомыслящему диктатору не играть с огнем, а обеспечить жизнь каждого тропиканца, как у Христа за пазухой, в том числе на уровне безопасности. Надеюсь, данный гайд не только поможет сэкономить затраты на обеспечение, но и позволит грамотно выстроить стратегию противостояния криминалу и бандитизму в тропику. Так уж вышло, что ничего выдающегося в этой механике нет, потому и серьезных проблем с безопасными улицами быть не должно. Стройте тюрьмы с одним офицером на дозоре, осторожно экспериментируйте с бонусами теократии и военной полиции и по возможности экономьте на содержании полицейских участков. На плантациях и урановых рудниках всегда не хватает лишней пары рук. На этом видео подошло к концу. На связи был Эль-Адмен. Все будет Тропико. Адьос. Частью моего плана на следующий срок является забота о том, чтобы граждане Тропико жили в мире без преступности.